Я приветствую снова всех людей Дхармы, всех искренних ищущих, и продолжаю вести беседы о мистике от А до Я. Сегодня будет очень интересная тема, очень-очень подвергаемая всеразличным инсинуациям. Это тема личности. Я знаю, что ее многие ждали. Как учение Free Way описывает личность, исчезает ли личность при пробуждении. Это вопросы, которые бесконечно подвергаются искажениям. Во-первых, что мы называем личностью? Я вам скажу, в чем главная проблема, как я вижу. Проблема в том, что слово «персона» частенько переводится как личность, частенько как индивидуальность, частенько как индивид. И вот из-за этого возникает путаница, потому что текстов мистических много, переводных с английского. Слово «персона» начинает переводиться по-разному. Кроме того, эго тоже иногда переводится как персона. И вот начинается эта спекуляция, что личность равно эго. Это очень большое заблуждение, приравнивать личность и эго. И тогда получается, что личность должна исчезнуть, раствориться, как растворяется эго-структура, и начинаются спекуляции: я больше не личность, у меня нет личности. И это отпугивает искренних ищущих, потому что они обладают порой большей трезвостью, чем эти учителя, которые растворили индивидуальность или личность, или все вообще там исчезло. Вы должны услышать это послание. Личность никакого отношения к эго не имеет. Вообще никакого. То есть личность – это социальный инструмент, это тело социальное, формирующееся в рамках социальной среды. Чтобы было понятнее, я приведу более развернутый ответ. Что такое личность? Человек, воспитывающийся в рамках социальной среды, становится членом социума. То есть обусловленности, навыки, некие качества, которые он приобретает в рамках социального воспитания. То есть все наши ценности, которые мы получаем, все наши навыки, начиная просто носить штаны, заканчивая нашим взаимодействием в рамках социальных структур. Все наши представления о том, что хорошо, что плохо, как себя вести, как взаимодействовать. Это бесконечное количество навыков, обусловленностей, различных черт характера, можно сказать, полученных в рамках воспитания в социальном мире, в социальной среде. То есть личность – это тело, такое же тело, как физическое, только социальное тело. Это правильное прочтение, что есть социум, а есть социальное тело. Это социальное тело называется личность. Единственное, что оно не врожденное, как физическое, оно приобретенное. Поэтому в его формировании участвуют все тела, и эмоционально-чувственное, и физическое, и ментальное, и тело ощущений. То есть эти все тела участвуют в создании еще одного социального тела. Поэтому никакого отношения к эго-структуре личность не имеет. Личность – это ваша способность коммуницировать, общаться, взаимодействовать. Это набор навыков, привычек, характеристик и обусловленностей, приобретенных в социуме. И никуда они не уходят. Вы продолжаете функционировать как
личность. Совсем другая история – это история о ложных личностях, которые возникают в ментале, то есть в воображении. Возникают некие ложные личности, на которых паразитирует эго-структура. Это как типа «каким бы я хотел быть, каким бы я должен был быть, чтобы получать любовь, внимание, признание». Это игры в некие личности, которыми я не являюсь. Вот эти ложные личности, возникающие как субличности, как псевдоличности, они, конечно, моделируются в ментале, в воображении, на них идет чувственный ответ, и они противопоставляются посредством эго вашей естественной личности. Ваша личность формируется в течение всей вашей жизни. То есть всевозможные события оказывают на нее влияние, корректировке она подлежит. То есть если вы в одной среде жили, потом переехали жить в другую страну, это накладывает свои какие-то изменения. Но вы должны услышать меня. Личность формируется до 21 года. Это как растете вы до 20 лет, там, например, или до 25, так и личность. И ее основное формирование проходит до 21 года. И то в конце уже формируются очень такие вещи, как, например, понимание своей роли в социальной среде, там, в обществе, такие вот общественные. Поэтому там говорят, что люди служат в армии от 18 до 20 лет, потому что в этот период закладывается именно их отношение там, к родине, там, к отечеству, к вот этим вещам. Ну, то есть такие глобальные вещи формируются в конце. А основные базовые вещи формируются в самом-самом раннем возрасте, когда человек начинает себя осознавать частью этого общества, начинает под него подстраиваться, начинает приобретать качества. Ну, понятно, например, отношение к женщине формируется где-то там в возрасте 12-13 лет, когда возникает уже половое созревание, идет формирование того, как ты будешь взаимодействовать в этой среде, в рамках этих взаимодействий с противоположным полом. Это все личность, понимаете? Нельзя быть личностью на необитаемом острове. Нельзя. На необитаемом острове вы будете входить в социум, например, обезьян. И у вас будет некое зачатки личностной взаимодействий на уровне обезьяньего социума. То есть вы понимаете, да, это как Маугли, он не был личностью. И поэтому, когда он сталкивается с людьми, он не знает, как себя вести. Он не знает, что это такое, и он не обучен. То есть первое, что я хотел донести, это личность не имеет никакого отношения к эго. Второе. Ложные личности, возникающие в воображении и конкурирующие и противопоставляющиеся естественной личности, вот здесь уже присутствует эго-структура, которая их противопоставляет, паразитирует на этой теме. Поэтому, когда у меня спрашивают, что такое пройти личностную тему, это несколько этапов. Это отпускание всех ложных личностей. Первое. То есть все, что вы придумали, каким вам надо быть, каким вас будут принимать, какие вы должны быть, какими... Это все ложные личности, возникшие в вашем воображении, ложные личины. Они мучают людей очень сильно, потому что они не могут им соответствовать. И возврат к своей естественной личности, которая и сформирована в рамках вот до 21 года, заложены все основные постулаты. Если вы жили в сложной социальной среде, и личность у вас немножечко отличается от тех, кто жил в благоприятной социальной среде, у которых нормальные родители, а не алкоголики там или дебоширы. Но ничего вы с этим сделать не можете.
ваша личность сформирована. Вы можете ее корректировать. Это требует огромных усилий, тренингов, работы над собой. Но это возможно. И это никак, опять же, не связано с эго. Например, вы находите работу, в которой некоторые ваши личностные качества никак не вписываются. И поэтому вы идете на какие-то тренинги, вы пытаетесь корректировать личность. Это возможно, но это очень сложно, это требует нормальной мотивации, и это переобуславливание, это как в рамках того, что человек продолжает оставаться обучаемым и переобуславливаемым, в рамках этого может происходить этот процесс. То есть вы же знаете, как сложно там какую-то одну привычку побороть. Например, там кушать с ножом и вилкой, а не одной вилкой. И вот это требует усилий. И к этому должна быть мотивация. И это должно быть вами воспринято не как насилие, не рождать противодействие. Но если тут эго-структура стоит, то все время это все сталкивается с сильным противодействием, с различными вот этими паразитированиями эго-структуры на личности. Поэтому личность – это социальное тело, это ваше тело для социального взаимодействия. И никакого исчезновения личности не требуется и не рекомендуется. Поэтому есть такое заболевание, называется деперсонализация, когда эта часть головного мозга, отвечающая за вот этот личностный сектор, начинает блокировать его. Иногда это различные есть причины, этим занимаются там психиатры. И это серьезное, я вам хочу заметить, заболевание, деперсонализация. Это невозможность коммуникации, это невозможность трезвой оценки себя как личности. Это непонимание, что такое личность. Возможно, для кого-то это называется просветление, но это не так. Поэтому очень много сейчас вот этих неверных толкований из-за того, что там слово «персона» перевели где-то как эго, где-то перевели как индивид, а где-то перевели как личность. А это все разные вещи. Для индивидуальности личность является одним из 7 индивидуальных тел. Одним из 7. То есть настолько индивидуальность наша разнообразна. А социальное тело туда, безусловно, включено. И мы все должны это рассматривать как данность. Мы все с вами личности, выросшие в социуме, не в лесу. И мы все чему-то обучены, обладаем какими-то качествами. И это важный момент вы должны усвоить, что учение не ведет к исчезновению личности, ведет на первом этапе в рамках личностной парадигмы из освобождения от всех ложных личин, от всех игр в себя, возврат к своей естественной, безусильной личности, принятие себя таким, какой вы есть. Это называется вернуться, как мы шутим, в свои тапки. Потому что не в своих тапках всегда неудобно. А это такие родные тапочки, где ты безусильно реагируешь, безусильно себя проявляешь в социуме. И, конечно, кому-то нравится ваша личность, кому-то не нравится. Но это так, как есть. Кому-то не нравится ваш внешний вид, кому-то нравится. Кому-то ваш рост кажется маленьким, кому-то в самый раз. Поэтому это не является источником страдания. Источником страдания является борьба с тем, что есть, неприятие того, что есть, и выдумывание неких идеальных личностей, которым вы должны соответствовать. Вот это и есть страдание в личностном плане. Неприятие. Так вот, последним пунктом это открытие самости и соединение с личностью. Это отдельный пункт, которому мы посвятим потом дополнительно время, но без открытия самости и соединения его с личностью вы не будете переживать самодостаточности, вы не будете переживать вот это самостоятельности, вы не можете переживать
самоуважения. Без этого вы вынуждены будете опять моделировать некие личности в желании понравиться, в желании получить уважение, признание, в желании получить любовь, в конце концов. Так вот, открытие самости в личностном плане делает вашу личностью завершенной, самодостаточной. И она, конечно, может подвергаться какой-то незначительной коррекции в рамках вашего запроса, но это не вопрос уже страдания. Наступило полное приятие себя таким, какой вы есть. На этом я сегодня хочу закончить. Сегодня была очень важная тема о социальном теле и о том, как эго соотносится с социальным телом. А сейчас минуточку для самых продвинутых, кто уже прошел эту тему